Всем привет! Давайте сегодня разберем, как вяжется вот такой вот замечательный ажурный узор. Он очень прост в своем исполнении. Как видите, ничего сложного, просто меняется положение вот этих вот убавок и накидов. И все, они смещаются немножко к центру. Раппорт данного узора составляет всего лишь 14 петель в ширину и сколько там получается, 16 рядов в высоту. Но на фото, вот я вам вставлю, я заметила, нашла эту схемку в интернете. Вот это фото джемпера такого, да, и схемка рядышком. Обратите внимание, что на фото там идет вот 3 вот таких вот накида, да, провязанных. А здесь по схеме у меня 4. Но здесь ничего сложного нет. Вы можете, в принципе, когда вяжете образец. Вот, смотрите, у меня образец вот такой. Вы можете сейчас посмотреть. Я вам по схемке сейчас все расскажу. И уже основываясь на эту схему, составить такую же схему, только уже под свой вкус. То есть немножечко изменить количество вот этих вот накидов для провязывания, да. Здесь между вот этими вот накидами и убавками тоже увеличить либо уменьшить количество петель, то есть поиграть с этим узором вы сможете самостоятельно. Он очень простой, ничего сложного нет. Смотрится очень шикарно, как вы заметили по фото. Так что нужно вязать себе какое-нибудь изделие таким узором. Но еще раз говорю, поэкспериментировать с данным узором по количеству вот всех вот этих вот накидов и убавок. Давайте свяжем образец такой, как у меня есть, по этим уже расчетам, да, а там уже смотрите сами. А раппорт идет, это вот эти вот такие вот елочки, вот они здесь идут, не вот это вверх, да, а вот таким образом они смотрятся. Вот такие вот ряды. Значит, я буду вязать с вами один раппорт узора. Для этого я набрала 14 петель плюс 2 кромочные. Но вы также можете набирать, если вы вяжете прямое полотно, то вы можете набирать плюс 1 петлю для симметрии. Так, и что еще? А если вы вяжете по кругу, то никаких петелек для симметрии набирать не нужно. Так, давайте начнем. Первый ряд нашего узора. Кромочную я снимаю, лицевая петля, дальше идет накид, потом идет убавка. То есть я 2 петельки вместе провязываю за заднюю стенку лицевой. Дальше 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, вот здесь, видите, у меня ниточка расслоилась. Это у меня будет 6-я лицевая, 6, 7. Дальше 2 петли, 2 петелечки. Я их разворачиваю, чтобы сделать убавку с наклоном вправо. И за переднюю стенку их провязываю вместе лицевой. Вот таким образом. Дальше опять накид. И в конце у нас идет 2 лицевые. 1 и 2 и кромочная, изнаночная. Все очень просто. Это наш первый ряд узора. Все четные ряды мы вяжем по рисунку, то есть с изнаночной стороны все изнаночные ряды просто изнаночными петлями. Это вы уже дальше провязываете самостоятельно. Третий ряд нашего узора. Лицевая наша сторона. Все петли вяжем просто лицевыми. Все петельки без каких-либо убавок, накидов, просто лицевые петли. Это третий наш ряд. Пятый ряд узора. Кромочную снимаю, 2 петли лицевые, 1, 2, накид, убавка с наклоном влево. Провязываю лицевой за заднюю стенку, 2 петли вместе. Дальше 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 петельки разворачиваю. И
провязываю вместе с наклоном. Так, здесь был влево, здесь вправо. Так, делаю накид, и у меня остается 3 лицевые. 1, 2 и 3. Кромочная, изнаночная. 7 ряд. Все петли мы провязываем просто лицевые по узору. Девятый ряд. Кромочную снимаем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 петли разворачиваем. Провязываем вместе за переднюю стенку. Накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 11 ряд. Опять все петли у нас просто идут лицевые. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 петли вместе за заднюю стенку, 1 лицевая, 2 петли переворачиваем, провязываем их вместе, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. И последний ряд нашего раппорта. Это 15, нет, это не последний, но как бы это по узору он, да, последний лицевой ряд. Так, 15. Все петли мы вяжем просто лицевые. Последний ряд, там, где наш идет рисунок, так называемый узор. 15 лицевые. И останется последний, 16 провязать с изнаночной стороны. Провязываем изнаночные петли. И все. Наш раппорт связан, и можно повторять, все вязать обратно с нашего первого ряда. Как видите, ничего сложного нет, немножечко меняется просто расположение накидов и убавок, и все в принципе. Больше ничего такого. Вот, довязала я один раппорт. Смотрите, что здесь получилось. Как все-таки еще качество пряжи влияет на то, как смотрится этот узор. Вот этот образец мне нравится намного больше. Хотя я думала, что вот с этой пряжи будет смотреться более эффектно.